Всех приветствую, меня зовут Костя Кадочников, и это новый проект под названием Параскептик. Я разделил свой основной проект на две части. Проект под названием «Иная реальность», в котором я посещаю мрачные локации в поисках паранормального, теперь будут более длиннее и без аналитики в конце, чтобы вы максимально погрузились в атмосферу происходящего. А в новом проекте Параскептик будет разбор и аналитика всех тех странных и жутких моментов, которые мне удалось заснять на этих самых локациях. В том числе разбор тех моментов, которые нашли именно вы. Так как я не верю в мистику, в проекте Параскептик я постараюсь опровергнуть наличие сверхъестественного, прибегая к критическому мышлению и руководствуясь элементарной логикой. Приятного просмотра! Начну с момента, о котором мне написали сразу несколько человек. Когда я случайно заперся в одном из помещений, за моей спиной перед задней камерой на мгновение появляется странный объект, который при покадровом просмотре сильно напоминает пальцы. А в комментариях некоторые даже предположили, что это рука беса. Но что же это было на самом деле? Когда ты находишься в очень маленьком помещении, на 100% уверенный в том, что в нем кроме тебя никого нет, позади тебя происходит вот это. Согласитесь, это очень неприятное ощущение в том случае, если ты заранее не знаешь, что именно создало такой силуэт. В том выпуске для освещения меня со спины я использовал велосипедный фонарь, с которого забыл снять вот этот ремешок. Именно он и мелькал в кадре, когда я с раскачки пытался открыть дверь. Иногда нас могут напугать довольно банальные вещи. Этот момент, я думаю, вообще никто бы не смог заметить, так как он настолько неочевиден, что даже я заметил его на монтаже совершенно случайно, попав именно на этот стоп-кадр. Когда я отворачиваю камеру от стены, она на мгновение на чем-то фокусируется, и в этот момент появляется четкая линия. Странный и непонятный объект, который по своей геометрии сильно выделяется на общем фоне, имеет четкую прямую форму, что очень напоминает иглу. Особенно это выглядит странно, если сравнить это с привычным нам движением пыли вот на этих кадрах. Безусловно, это обыкновенная частица пыли, которая при попадании на нее света от прожектора и повороте в этот момент камеры дало эффект смазывания, что и привело к тому, что она стала похожа на линию. И пролистав кадры немного дальше, можно заметить еще 3 точно таких же линий, которые как будто летят параллельно друг другу. В том, что это пыль, сомнений нет. Ну как камера смогла сфокусироваться на таких маленьких частицах пыли? Или она сфокусировалась вовсе не на них? Хочу еще раз вернуться к тому предмету, висящему на потолке, который внезапно начал раскачиваться, и озвучить несколько версий по этому поводу. Первое мое предположение, из-за чего это могло произойти, это проявление сейсмоактивности, которую за последний год не раз фиксировали в моем регионе. Но я сразу отбросил эту версию, так как по сводкам землетрясений именно в этот день ничего зафиксировано не было. Второе мое предположение – это возможно произошла просадка здания. Ведь как мы знаем, в течение долгого времени в
подвале скапливалась вода, и он успел заполниться почти наполовину, вследствие чего есть вероятность размытия грунта под фундаментом. И в подтверждении тому на первом этаже есть места, где уже провалился пол. Несущие конструкции здания могли просесть и спровоцировать это движение. Я, конечно, не инженер-строитель и не разбираюсь в таких вещах, но в рамках данного проекта должен рассмотреть любые версии. И все же я перечеркну эти два предположения, так как и в первом, и во втором случае, находясь там, я бы точно заметил, что со зданием что-то происходит. Так что вторая версия тоже маловероятна. И наконец третья версия. Из-за воздействия воды, которая просачивается сквозь бетонные перекрытия и попадает на различные предметы, в том числе и на вот этот плафон, все железные изделия внутри здания подвергаются коррозии и буквально рассыпаются. Возможно, в тот момент произошло так, что часть плафона, висевшая на двух проводах, оторвалась и осталась висеть на другой части провода. Давайте представим, что вот это провод, на котором держится часть плафона, и в какой-то момент отрывается. Обратите внимание на размах колебаний, который очень похож на то, как начал раскачиваться тот объект. Именно из-за этого действия все это пришло в движение, и по чистой случайности это произошло именно в тот момент, когда я находился там. Все же здание неуклонно разрушается, и на мой взгляд, эта версия наиболее вероятна. Можете ли вы подать хоть какой-либо знак? Это первый мой опыт использования ЭГФ в качестве транскоммуникации, и честно сказать, я не ожидал, что это даст хоть какой-либо результат. На этой записи, кроме моего голоса, было что-то еще. Я это интерпретировал как ответ «да», и думаю, многие из вас услышат здесь то же самое. А что если я скажу, что на этой записи действительно присутствует чей-то голос? Но с мистикой это никак не связано. Дело в том, что эту кассету я приобрел с рук, и как выяснилось позже, она использовалась в стационарном телефоне с автоответчиком. На ней было записано множество телефонных сообщений, которые я заранее стер перед использованием. В интернете я нашел информацию о том, что при достаточном износе магнитной пленки по ширине она начинает, так сказать, ползать по магнитной записывающей головке, вследствие чего может произойти неполное размагничивание дорожки, и на пленке могут остаться фрагменты старой записи. И это было бы идеальное объяснение тому загадочному голосу, если бы он не прозвучал сразу после фразы Можете ли вы подать хоть какой-либо знак? Я буквально растерялся, когда она внезапно включилась. Как мы знаем, рацию я обнаружил лежащей на полу, хотя оставлял я ее в вертикальном положении, облокотив на раковину. Так как она находилась в режиме передачи голоса, то естественно при падении она сработала. Все логично, кроме одного. Какова причина ее падения? Сначала я по какой-то невероятной случайности оказываюсь заперти в той комнате, а теперь оставленная мною рация в этой же комнате берет и падает сама по себе. Неужели в этой комнате действительно происходит нечто мистическое? Если обратить внимание на некоторые детали видео, то все становится очевидно. Взгляните на стену возле дверного проема. Вот так она выглядела до того, как я спустился в подвал. А вот так
после. Здесь можно заметить, что большая часть штукатурки на стене обрушилась. Когда я пришел туда забирать рацию, я абсолютно этого не заметил. А ключевым моментом, которое привело к обрушению, стало это. Когда я демонстрирую, как захлопнулась дверь, я роняю предмет, похожий на дверцу шкафа, мимо, и она ударяется о штукатурку стены. В этот момент было хорошо видно, как слой штукатурки прогнулся относительно стены. Получается, я неосторожным движением уронил дверцу на отслоившуюся штукатурку, чем и спровоцировал ее обрушение. А из-за грохота и вибрации отвалившегося пласта штукатурки рация упала и сработала передача голоса, что в свою очередь привело к тому, что она внезапно включилась и напугала меня, когда я находился в подвале. Вот теперь все логично и никакой мистики здесь нет. А теперь я вам покажу то, от чего реально пробегают мурашки по коже. Изучив запись с камеры, которую я оставил на 3-м этаже, я заметил это. Все внимание на проем справа. Если замедлить видео, то можно отчетливо видеть, как в проеме между стен на долю секунды появляется темное нечто совершенно непонятной формы и размера. И тут только один вопрос. Что это такое? Неужели мне удалось заснять призрака? Давайте разбираться. Отталкиваясь от моего роста, мне удалось вычислить высоту вот этой линии, где заканчивается краска. Она составляет ровно 1 метр 60 сантиметров. Используя этот размер, я воссоздал в 3D часть того помещения и добавил, соблюдая пропорции, тот непонятный объект. Таким образом, мне удалось вычислить примерный размер того существа, и он составляет около 20 сантиметров, что вполне может соответствовать размаху крыльев среднестатистической летучей мыши. Да, именно это ночное существо можно встретить практически на любой заброшке. Траектория полета, цвет объекта и скорость – все это можно отнести к тем характеристикам, которыми обладает летучая мышь. Но есть одно противоречие. Тот выпуск я снимал в конце марта, когда было достаточно прохладно, а как известно, активность летучих мышей после зимней спячки начинается в начале мая. И несмотря на это, я все же склоняюсь к тому, что это была обыкновенная летучая мышь. Есть еще один очень странный момент, который я обнаружил на этой же записи с камеры. Громкий хлопок раздается откуда-то справа от камеры. В это время я нахожусь в подвале и слышу какие-то звуки с лестницы, которая ведет наверх. Определить точно, что это был за звук и откуда он исходил, достаточно сложно из-за образующегося эха в помещении. Могу сказать точно, что в том месте, где стояла камера, не было ничего, что могло издать такой звук. Есть предположение с большой натяжкой. Этот звук похож на то, если бы капля воды с потолка упала бы на пустую пластиковую бутылку. Примерно на такую, которую мы встречали ранее. И эта версия вполне имеет место быть, если бы подобный объект находился рядом с камерой.
Еще не стоит забывать об охраннике, которого мы встретили в коридоре. И неизвестно, с какого момента он там находился. Прослушав этот момент несколько десятков раз, я сделал вывод, что это слишком громко для звука капающей воды. И вероятнее всего, это звук обрушения штукатурки, так как стены, да и здание в целом, действительно находятся в печальном состоянии. И подводя итог, я хочу сказать лишь одно, что большинство звуков на этой локации является следствием разрушения этой самой локации. Ну а на этом все, ребята. Если вам понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк, а также подпишитесь на мой Яндекс.Дзен и Рутуб. Возможно, паранормальное и существует, но выяснить нам это лишь предстоит. С вами был Костя Кадочников. Пока.